в России будут всерьез обсуждать возвращение смертной казни за определенные преступления. За определенные преступления, которые пока что государству, то есть государственным таким преступлениям против государства пока не касаются. Они касаются больше таких запланированных убийств, убийств членов семьи, одного и более людей, бандитизм, собственно, серийные убийства и прочее. То есть вот пока что вот такие тяжкие статьи и всерьез будут обсуждать о снятии моратория со смертной казни. Пока не примут, но обсуждения будут, и будут социальные опросы проводить, вот что, как, каким образом. Одним словом, вот это первое. Будет более строгие меры будут приниматься по поводу людей, которые намеренно запускают неправильную информацию. Запретят издание вот таких вот непонятных книг, в которых якобы другой взгляд на историю России. А на самом деле подпольно это все как бы принижает и еще больше, собственно говоря, пытается увести народ подальше. Запрет сект, он уже есть, но определенные секты как бы считались такими, западные направления христианства, запрет, закрытие их, вот этих церквей, там малых, больших, вот этих проповедников, скандалы в РПЦ, скандалы очень значимые и значительные, связанные со священниками, с присвоением гуманитарной помощи, военной помощи, денег, отправленные семьям погибших и раненых. От священников это все пойдет, и будет очень скандальное, грандиозное разбирательство, просто вплоть до суда. Будут, разбирательства с судьями. Вот в этом году многие судьи сядут за махинации, за какие-то, в общем, темные дела, за отнимание у людей имущества и прочее. Сговор с черными риэлторами и так далее. И даже название такое получится: дело судей, дело врачей. Вот как в сталинское время дело врачей еще начнется. Об этом чуть позже скажу. Далее. Развитие деревни. Давайте, наверное, по порядку, чтобы... Арест известных личностей, которые сотрудничали, сами понимаете, с кем. Раскрытие их счетов. И откроется очень много закрытых, тайных, то есть таких организаций, которые из России помогали туда, отправляли деньги. Аресты военных и начальство МВД. Вот в этом, то есть в следующем году, уже скоро, этот год уже начался, если честно, с сегодняшнего дня, в 23-м году, пусть будут готовы местные вот не чиновники даже, а местные начальники милиции, начальники ГАИ. Очень много голов улетит, и очень много погонов будет забрано назад, очень много будет разжалованных. Это черный год для МВД. Переквалификация
перепроверки, расформирование некоторых прям частей, можно сказать, МВД, соединение общих районных, городских, вот, как он там называется уже, одним словом, под одно начальство. Вот несколько районов, вот начальников снимут, и будут они под начальством одного человека. Москва начнет бороться за первенство в регионах. Будут отправлять начальников из Москвы, из Московской области. Вот прям вот начинаются милицейские войны. Им будет уже не до нас. Будут копать друг под друга. Начинается вот прям зачистка капитальная МВД. И если кто-нибудь работает в МВД, вот как только вам начнут говорить, что грядут перемены, что вроде бы какое-то там переформирование будет, нас отправить на какую-то переподготовку, сразу же обратите огромное внимание на бумаги, бумажную волокиту, на документы. Проверьте все, что вы написали, что вы подписали, что вы где там запротоколировали. Очень внимательно будьте, особенно вот январь, февраль, март. Эти все месяцы очень будут опасны. Каждый норовит просто убрать вас и привести своих людей. Начнется милицейские войны. Просто 2023 год для МВД черный день. Очень много будет выявлено. Это делается специально сейчас, потому что среди МВДшников выявляются много людей, которые хотели организовать какой-то мятеж, какие-то там бывшие сотрудники, которые хотели... Одним словом, вот времена Андропова и Шолокова, когда ФСБ сейчас ФСБ, когда КГБ и МВД между собой соперничали и, собственно говоря, уничтожали друг друга. Вот то же самое. Сейчас ФСБ и МВД, у них начнутся очень между собой прям вот разборки. И многих ФСБшников будут тайно внедрять в эти полки полиции разных городов, это ведь крупные. И это не коснется только следователей. Это немного коснется ГАИ, не сильно. Сейчас их ГАИ вообще не интересуется своими взятками, и вообще им не интересно сейчас ГАИ. Они будут браться именно вот за эти вот региональные управления МВД, и они хотят внедрить своих людей, чтобы управляли МВД, управляли ФСБшники. Но вот это начнутся войны. Вплоть до убийств. Но убийств не настолько много, как было когда-то. Но, собственно говоря, готовьтесь. Вы сами будете смотреть. Каждый день будете смотреть. Вот там начальника ГАИ такого-то района арестовали, там золотые унитазы посмотрели, увидели, он занимался этим-то и тем. Как будто до этого они не знали, чем он занимается. Все они прекрасно просто, знаете, есть такой момент, как Задорнов говорил, не поделился, ну и все. А выпустили, поделился. Так вот. Потом больше акцент Поволжье, Алтай, Приморский край и, наверное, вот где у нас в основном Карелия. Карелия, вот да, и Карелия, и Коми, наверное, вот эти небесные явления. Огромное количество небесных явлений, не только небесных. Во-первых, замерзающие города. Но мы привыкли к замерзающим городам, нам есть чем топить себя. Греть, извините, я не так сказала. Топить, блин. Греть себя. Хотела сказать, чем топить печку.
А вот страны, где нечем, вот этим странам стоит задуматься над этим. Следующее. Кометы. Я уже говорила, кометы и столкновения с небесными телами не страшные, не ужасные, не катастрофические, но они многое поменяют для будущего человечества. Далее. Вот прям явления такие, знаете, будет очень много сброса информации в интернет, и 80% из этой информации это будет правда. Звуки какие-то неземные, нереальные, какие-то вне понимания человеческого, какой-то гул, звуки такие, исходящие из ниоткуда, как будто бездна открылась, а она откроется. Умеренная политика. Умеренная политика, политика выжидания, политика, изнуряющая силы вне наших границ. Опоясывание нашей границы войсками. Вот опоясывание войсками. Просто вижу, как ободок вокруг России. Белоруссия, значит, дальше идет со стороны Латвии, Литвы. Вот опоясывание вокруг России. Возвращение в язычество. Очень много начнется и ансамблей, поющих этнические песни. Начнут продавать инструменты. Русские народные, инструменты народов Севера, инструменты народов Якутии и так далее. Дальше. Много блаженных в этом году. Сумасшествия очень много. Но будет принят закон все-таки о психиатрии, что если человек действительно невменяем, что не будут спрашивать уже его разрешения, будут забирать. Легче будет закрывать психов. Уже намного легче. Раньше только у них спрашивали разрешение, как будто псих скажет: да, я сумасшедший, закройте меня. Понимаете, безумие какое-то. И он причинял стольким вреда, пока его не закроют. Вот будет принят новый закон о психиатрии, о том, что все же есть определенные, по определенным приметам можно понять, что человек не в себе, и что его можно забрать и закрыть. И много будет блаженных. Поскольку мир духов открывается, поскольку это энергия, вот это магнитное поле Земли, поскольку много будет взрывов на Солнце, это все будет очень сильно влиять на психическое состояние людей. И люди, у которых есть шизофрения, скрытые формы и так далее, если их родственники не будут следить за ними и все время держать на уровне их состояния, то много будет сошедших с ума, к сожалению, в этом году. Год аварии, учтите. Два больших корабля, потерпят бедствие. Правда, там успеют, людей спасти, но будут жертвы немного, будут. Из-за каких-то технических неполадок, собственно говоря, и вот из-за этого начнутся тоже проверки технического состояния всего кораблей, катеров, на больших предприятиях, станков и прочее. Какая-то новая комиссия создастся для того, чтобы расследовать такие случаи. В школах ведут уроки патриотизма, уроки стрельбы, особенно в старших классах, военную подготовку. Очень, очень большой акцент на это будет ставиться. Новый союз. Россия, Беларусь и еще одна страна. Новый союз для противостояния
всему тому, что происходит. Одним словом. Закон о кремации. Вынуждать не будут, но будут рекомендовать кремировать людей, ибо уже мест нет для захоронений. Будет, значит, скандальная история, когда начнут на могилах ушедших, да, сверху хоронить людей, на тех могилах, где больше 15 лет никто не заявлялся, никто не приходил, не ухаживал. Считается, что эти могилы уже заброшены, и можно их места продать. И вот разродится скандал. Довольно такой скандал, и не раз, и не два в разных регионах. С этими ритуальными услугами будет скандал. Вплоть до того, что просто вот мертвых будут выкапывать обратно, и это будет заканчиваться судами. Вот конкуренция, нападение друг на друга. Почему-то ритуальные услуги в этом году будут усиливаться. Ну, то есть эта сфера станет востребованной, к сожалению. Значит, военный городок будут строить возле Москвы, Подмосковья. После того, как построят этот военный городок, потом во всех, ну, не во всех, конечно, во многих регионах России начнут строить то же самое. Начало лечения онкологии. Это начало победы над онкологией. Не окончательный, но этот год даст толчок победы над онкологией, по крайней мере, в начальных стадиях. Откроется не новый центр, но в центрах, онкоцентрах откроются какие-то новые отделы, что ли, с более таким современным оборудованием. В Якутии будут сажать глав, чиновников. Пермь. Будьте осторожны, в Перми сезон пожаров. Сгорит очень значимый музей и библиотека. Просто знайте, к сожалению, вот в Перми почему-то вот сезон пожаров-то. Где-то и специальное вредительство, но это раз. А Архангельская область. Значит, возрождение каких-то ремесел, которые были при Петре Первом, возрождение этих ремесел, но в более современном понимании этого всего. Новый центр и новый университет, который будет готовить профессионалов в разные сферы. Большой, причем, университет, начало вот этого всего открытия. И новый человек придет. Может, губернатор новый, может, сам губернатор. Не могу сказать точно, но значимая фигура, которая начнет поднимать экономику. Дальше. Значит, Карелия. Открытие оздоровительных каких-то центров для малоимущих семей и новый законопроект, по которому будут отправлять в города, в селения учителей, врачей молодых, помогать им и заключать с ними контракт, что если они будут работать больше 10 лет, значит, дом, который им выделили, да, на время, он станет их домом, им отдадут. Вообще год 2023 это, можно сказать, вхождение в народ.
что-то в этом роде, или хождение в народ, да, так правильно. Будут показывать, как депутаты там, значит, встречаются с местным населением, обсуждать о том, какой там дом культуры построить, какие дороги построить. Очень много будет постоянно, вот как будто такое ощущение, как сверху приказ получили, как можно больше ублажать народ, как можно больше быть с народом, это показывать. Вот 23-й год – это очень хороший такой момент для народа все-таки потребовать и просить то, что давно не могли, у них будет повод. Будет отправлять что? Может, шерсть, мясо, что там еще может отправлять Монголия. Далее. Новые какие-то заключенные договора с Индией, с Монголией. Вот Монголия. Начнется развитие сельского хозяйства. Будут предоставляться под малые проценты деньги, возможность заняться сельским хозяйством, собственно говоря. Под малые проценты, то есть вот эти заброшенные селения, которых уже никто не живет, будут поощряться просто вот как бы, что если вы будете в этом селе жить больше 10 лет, то выйдет какой-то законопроект, по которому, если земля не востребована никем, то она может быть потом вашей. Хотят возродить село. Хотят возродить, хотят поднять село, и это им нужно тоже. И соседняя республика полностью почти лишилась чернозема. Чуть-чуть осталось. Что не вывезли, заминировали. Я не знаю, как может народ поддерживать тех, кто просто откровенно, бесстыдно продает их. Не знаю, но они поддерживают. Пускай. Чернозема у вас почти уже не осталось. Все вывезли.